Я думаю, что называть следующую часть серии The Sims 5 неправильно, потому что очень маловероятно, что она действительно так будет называться. Всем привет, с вами Фиджик, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а мы начинаем. У нас уже было много намеков в прошлом, например, что Sims 5 будет многопользовательской, и это скорее всего будет так. Скорее всего Electronic Arts собирается сделать Sims 5 то, что они собирались сделать Sims 4 до того, как этот план провалился и был просто уничтожен. А вам говорит что-то название, а точнее проект Olympus? Это кодовое название того, чем должна была стать Sims 4 до того, как она стала Sims 4. И хотя игра имеет много общих характеристик с базовой игрой и по сути является той же самой, она должна была быть сетевой. На самом деле есть буквально столько информации и свидетельств об этом в коде самой игры. Многие из нас считают, что Sims 5 будет в основном тем, чем должен был стать проект Olympus. Компания Electronic Arts очень сильно продвигает вперед онлайн-модель во всех своих играх, и она очень сильно увлечена многопользовательскими онлайн-моделями фремиум. Они делают это почти со всеми своими основными играми. Так что имеет смысл, чтобы они прошли через это и с Sims. Особенно с недавними крупными анонсами о том, что Sims 4 становится бесплатной. Есть явный сдвиг в отношении того, как Electronic Arts видит Sims и ее будущее. И да, ждем Sims 4 бесплатным с 18 октября. Они также заявили, что Sims 4 будет обновляться еще долгое время. У нас впереди еще годы и годы, когда будут продаваться дополнения и годы бесплатных обновлений базовой игры. Они не собираются отказываться от этой игры в ближайшее время. А что будет, если я вам скажу, что Sims 5 не будет? По иронии судьбы или по абсолютно странному случаю, Sims 5 не скоро выйдет. Очевидно, что базовая игра Sims 4 не получает столько внимания, сколько получала раньше. Конечно, это вероятно главная причина, почему электроники дают базовую игру Sims 4 бесплатно. Да, это риск для них в финансовом плане, но этот риск окупается, если люди покупают несколько дополнений для игры. Базовая игра Sims 4 в настоящее время стоит примерно так же, как и цена игрового пакета. То есть электроникам очень легко вернуться свои деньги обратно через продажи DLC, отдавая базовую игру абсолютно бесплатно. Sims 4 превращается в игру с онлайн-сервисом. Это то, что происходит почти в каждом игровом жанре. Все популярные игры проходят через этот путь. Компании в основном дают вам базовую игру бесплатно, хоть она и была платной, и затем они продают вам кучу DLC. В прошлом это было похоже на то, что у вас есть игра номер один, и затем после нескольких лет они выпускают продолжение, и затем несколько лет спустя они выпускают еще одно продолжение. В наши дни Electronic Arts раздает бесплатно Sims 4. И затем они будут делать еще больше DLC вместо того, чтобы выпускать новую часть, потому что разработчикам так намного проще, и они зарабатывают больше денег. И на самом деле, что касается Sims, были намеки на вариант лайв-сервиса для Sims, где вы платите ежемесячную подписку и получаете все бесплатно. И это имеет большой смысл, потому что они делали это и со своими предыдущими играми. Важно отметить еще раз, что с 18 октября Sims 4 будет бесплатной игрой, как те раздражающие игры для мобильных телефонов, в которых есть все, что нужно, где вы получаете игру бесплатно, но на самом деле вы должны заплатить за полный доступ к игре. Сейчас, пока Sims 4 зарабатывает деньги как бесплатная игра, для электроников было бы очень логично выпустить Sims 5 в тандеме с ней, что означает, что мы могли бы иметь две игры Sims. Это очень распространенная модель, которой следуют многие игры, например, как Final Fantasy и Final Fantasy Online. То же самое и с GTA 5 и GTA Online. Хотя технически это одна и та же игра, они все равно являются отдельными. Sims 5 будет онлайн, это похоже на правду. Sims, как мы знаем, собирается пройти через огромные изменения, возможно приводящие к совершенно новому способу играть совершенно в новую игру Sims. Честно говоря, я даже не знаю, как относиться к Sims Online. Я думаю, что сама игра Sims это что-то личное, где ты играешь со своими симами, строишь семью, вводишь чит-коды, проще говоря, где ты имеешь полный контроль над всем. Как это будет реализовано в онлайн-части, я не могу представить. Поэтому думать о новой части Sims 5, наверное, немного не то. Скорее всего, они либо выпустят проект Lumus, который уже Sunrise, о котором кричит весь интернет, но под названием Sims 4 Online или Sims Online, и будет она в тандеме с основной частью Sims 4, которая бесплатна. Либо они выпустят все же пятую часть, и будет аналогично с тем, что я сказал вам ранее.
То есть две модели, онлайн и оффлайн. Но все же я думаю, что все будет крутиться вокруг четвертой части, потому что ее модель продажи дополнений, имея бесплатную базовую игру, не собирается никто прекращать в течение нескольких лет, уж точно. И какой смысл тогда выпускать новую часть? Никакого. На будущее я хочу вам сказать о том, что это все мое личное мнение, и если оно как-то не совпадет с реальностью, прошу вас не обижаться. Но на самом деле, если у Я такое великое будущее на развитие четвертой части, то на кой черт им выпускать следующую часть? Видеоролик мог показаться вам немножко непонятным, но думаю, мою донесенную мысль вы поняли хоть и частично. Что думаете вы насчет этого? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Подпишитесь на мой канал, если вы тут впервые и не сделали этого ранее. Я буду держать вас в курсе новостей о Sims. Подпишитесь на мой телеграм-канал, который я наконец-то завел. А с вами был Фидижик. Всем спасибо, всех люблю, всем удачи и всем пока.